Дорогие мои подписчики и гости канала, здравствуйте! Предлагаю вам со мной связать вот такой бактус. Связала, сняла для вас мастер-класс. Кто хочет, давайте вязать вместе. Вязала из пряжи марки Fibra Natura Donna. 50 грамм, 115 метров. Цвет у моей пряжи 10601. Это стопроцентная мериносовая шерсть. Очень красиво, не знаю, мне очень понравилась. Она мягкая, просто вот прям мягчайшая. Глубина этого бактуса, то есть вот до этого срединного угла, высота 40 сантиметров. Длина бактуса, то есть вот от кисточки до кисточки, да, 155 сантиметров получилось. Меня вполне это устроило. Очень просто. Он тянется, то есть вы его вот как захотите, можно в 50 раз еще обернуть вокруг себя, мне кажется. Ну, я, конечно, преувеличиваю, но тем не менее. Сейчас делаем набор. Я делаю набор из 5 петель. Обычным классическим способом. В случае вот такого вязания бактуса, неважно, в общем-то, начало и закрытие, наборы закрытия, поскольку они настолько маленькие, что большого значения не имеет, каким образом набрать. Я набрала простым классическим способом 5 петель. Из этих 5 петель у нас будет с каждой стороны двойная кромочная, то есть по 2 петли это кромочные петли. Вот в данный момент я набрала только одну петлю, которая относится к основному полотну. Поскольку в этом случае, вот именно в случае бактуса, гораздо важнее именно кромка. Снимаю сейчас первую кромочную. Далее у нас вторая кромочная, всегда провязывается лицевой петлей. Далее у нас наш узор будет состоять из 2 рядов лицевой глади и 2 рядов изнаночной глади. То есть всего это 4 ряда. Сейчас мы провязываем лицевой петлей. Далее у нас предпоследняя, это кромочная, тоже всегда провязывается лицевой петлей. И последняя кромочная, изнаночная. Сейчас у нас изнаночный ряд, второй ряд раппорта. Мы снимаем кромочную. Поскольку у нас двойная кромочная, вторую кромочную в изнаночном ряду мы снимаем, нить перед работой, хорошенько подтягиваем. Поскольку второй ряд это еще лицевая гладь, то есть в изнаночном ряду это будет изнаночная. Далее снова снимаем кромочную предпоследнюю нить перед работой, последнюю провязываем изнаночной. Третий ряд раппорта. Третий ряд раппорта. Снимаем кромочную. Далее перед нами лицевая, вторая кромочная, лицевой. Теперь у нас было 2 ряда лицевой глади, теперь у нас 2 ряда изнаночной глади. То есть провязываем изнаночную. Это вот одна пока у нас петля основного полотна. Вторая кромочная, предпоследняя, то есть снимаем, провязываем лицевой петлей, последняя кромочная, изнаночная. Сейчас четвертый ряд. Четвертый ряд изнаночный. Снимаем кромочную. Далее снимаем вторую кромочную, не провязывая нить перед работой, желательно подтянутая. Сейчас у нас еще один ряд, изнаночный ряд, изнаночной глади, значит с изнаночной стороны это будет лицевая. Далее снимаем, не провязывая кромочную вторую, последнюю кромочную провязываем изнаночной. Раппорт узора у нас вот сейчас закончен. 4 ряда мы провязали. Мы пока не делали прибавок. Начнем делать со второго раппорта узора. Сняли кромочную. Кромочную вторую провязали лицевой. Теперь у нас снова вот одна единственная петля. Провязываем ее лицевой. Далее лицевой петлей провязываем кромочную. Кромочная, последняя изнаночная. Второй ряд раппорта. Второй ряд раппорта. Сняли кромочную,
Мы сейчас в изнаночном ряду. Сняли кромочную, не провязывая нить перед работой. Далее, сейчас у нас второй ряд, это лицевая гладь еще, по 2 ряда лицевой и 2 ряда изнаночной глади. Провязали изнаночной петлей. Далее у нас кромочная, предпоследняя, сняли нить перед работой. Последняя кромочная, изнаночный. Третий ряд. И вот каждый раз теперь в третьем ряду после кромочных мы будем делать прибавку. Первую кромочную сняли, не провязывая. Вторую кромочную провязали лицевой. И теперь вот перед основной, единственной пока основной петлей основного полотна мы делаем прибавку. Вот таким вот образом. Вот так. Сделали прибавку. Нить должна выходить назад. Следующую петлю, вот сейчас у нас третий ряд, значит третий ряд у нас изнаночная гладь. Провязали изнаночной, предпоследнюю кромочную лицевой, последнюю кромочную изнаночной. Сейчас у нас четвертый ряд. В четвертом ряду снимаем одну кромочную, вторую снимаем, не провязывая нить перед работой. Вот это место лучше подтягивать, то есть протяжка не должна болтаться. Вот сейчас у нас четвертый ряд, последних 2 ряда изнаночной глади, то есть в изнаночном ряду это будет лицевая. Провязали. Вот перед нами сейчас прибавка. Мы ее провязываем за переднюю стенку лицевой. Итак, у нас уже 2 петли в основного полотна. Сняли предпоследнюю кромочную, не провязывая. Изнаночная, последняя кромочная. Вот таким образом мы сейчас будем прибавлять петли, увеличивать полотно. Встретимся чуть-чуть попозже. Я покажу еще один раппорт, когда уже будет несколько петель основного полотна. Сейчас провязано уже несколько раппортов. Вот теперь уже и виден сам узор. Вот таким образом выглядит кромка, двойная кромочная. Сейчас покажу еще раз один раппорт. Один раппорт это 4 ряда. В эти 4 ряда входят 2 ряда лицевой глади и 2 ряда изнаночной глади. Итого раппорт 4 ряда. Кромочные у нас двойные. Одну первую снимаем кромочную без провязывания. Вторая с лицевой стороны всегда лицевой провязывается. Далее первый ряд раппорта это лицевая гладь, 2 ряда. Вот сейчас первый ряд лицевой глади. Далее у нас 2 кромочных, лицевая кромочная и последняя изнаночная. Второй ряд раппорта, изнаночный ряд. Снимаем кромочную первую, не провязывая. Вторую снимаем нить перед работой, подтянув нить. Далее сейчас второй ряд лицевой глади изнаночными петлями на изнаночной стороне. Провязали вот основное полотно изнаночными петлями. Сейчас у нас кромочная, предпоследняя, снимаем ее, не провязывая нить перед работой. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Сейчас третий ряд раппорта. Снимаем первую кромочную, не провязывая. Вторую провязываем лицевой. И в каждом третьем ряду каждого раппорта мы будем делать прибавку. Вот таким вот образом. То есть после 2 кромочных мы делаем прибавку всегда с правой стороны. Далее перед нами мы провязали сейчас 2 ряда лицевой глади, то есть мы должны перейти на изнаночную гладь. Теперь у нас 2 ряда изнаночной глади. Третий ряд.
Сейчас кромочная, лицевая предпоследняя, последняя изнаночная. Переходим на изнаночный ряд, 4-й ряд раппорта. Снимаем кромочную. Вторая кромочная, снимаем ее, не провязывая нить перед работой. Так, провязываем лицевыми петлями, это 4-й ряд, изнаночный ряд, изнаночной глади. Провязали основные петли полотна, подошли к прибавке. За переднюю стенку провязываем прибавку лицевой петлей. Далее у нас кромочная, снимаем не провязывая. Последняя кромочная, изнаночная. Вот таким образом выглядит. Далее мы вяжем до того момента, когда вас устроит глубина бактуса. В данный момент я довязала до глубины моего бактуса 40 сантиметров. И мне больше не нужно. Я останавливаюсь. Посмотрим, сколько он будет в таком случае в длину. Вот я от конца, вот сейчас мерю. И до середины получается. Ну, он будет около 160 сантиметров. То есть сейчас у меня 79. Ну, естественно, это все вытягивается. Ну, около 155-160 сантиметров будет бактус. И сейчас начинаю делать убавки прям с первого ряда. То есть я вот полностью раппорт провязала. Каким образом? Снимаем первую кромочную, вторую кромочную. Мы сейчас должны сделать убавку, и прятать мы ее будем под кромочную. Каким образом? Мы сделаем убавку с наклоном влево. Мы снимаем сейчас пока кромочную, развернув, не провязывая. Следующую мы провязываем лицевой, это первый ряд раппорта, а кромочную накидываем сверху. Вот таким образом мы сейчас будем делать убавки. Прятать убавки будем под кромочную. И далее идем лицевыми петлями, как положено в первом ряду. В конце ряда кромочную мы тоже провязываем лицевой, предпоследнюю, а последнюю бабушкиной изнаночной. Сейчас второй изнаночный ряд. Мы снимаем кромочную. Вторую кромочную снимаем, не провязывая нить перед работой. И, как положено по узору, провязываем сейчас изнаночный ряд второй изнаночными петлями. Мы не будем считать убавки. Убавки у нас будут только в первом ряду каждого раппорта. То есть точно так же убавка один раз в раппорте. То есть только в первом ряду. Мы будем делать убавки до тех пор, пока не подойдем к нашему первоначальному количеству 5 петель. В конце ряда тоже снимем, не провязывая кромочную, нить перед работой, а последнюю изнаночной провяжем. Третий ряд раппорта, лицевая сторона, снимаем кромочную, вторую кромочную провязываем лицевой. И далее по раппорту у нас идет изнаночные петли. 2 ряда мы должны провязать последних, это изнаночная гладь. Точно так же в конце ряда кромочную предпоследнюю провязать лицевой, а последнюю изнаночной. 4-й изнаночный ряд, снимаем кромочную, первую, вторую снимаем, не провязывая нить перед работой, и далее провязываем лицевыми петлями изнаночную сторону, 4-й ряд. В конце точно так же снимаем предпоследнюю, не провязывая нить перед работой, последнюю провязываем бабушкиной изнаночной. Мы делаем убавки в каждом первом ряду каждого раппорта до того момента, пока количество петель не станет равным первоначальному. То есть мы начали с 5 петель и закончим точно так же 5 петлями, провязав один раппорт без убавок. Как я и говорила, мы вязали до того момента, пока у нас вот в данный момент 6 пока еще петель у нас вместе с кромочными. Снимаем первую кромочную, делаем сейчас последнюю убавку. Вот сейчас первый ряд раппорта узора. Поворачиваем кромочную, снимаем ее как петлю лицевую, то есть развернув. Далее петлю следующую провязываем лицевой. Вот мы делаем последнюю убавку.
накидываем кромочную сверху. Далее у нас остается только одна петля основного узора. Далее снова кромочная, предпоследняя лицевой, последний изнаночный. Вот у нас осталось 5 петель, те, с которых мы начали. Но если вы помните, мы один раппорт вязали без, совершенно без убавок. То есть сейчас мы этот раппорт довязываем полностью, еще 3 ряда, и полностью один раппорт провязываем без убавок. Так, вот закончила я вязание. Теперь просто делаю обычное закрытие. Обычное классическим закрытием я сейчас все закрываю, петли. Очень коротко не обрезаем вот этот вот кончик нити. У меня еще будут кисточки. У кого кисточек не будет, кто хочет оставить вот в таком виде, вы можете взять вот этот конец нити, полностью протянуть вот через эти петли, петли закрытия, стянуть вот этот край прям совсем вот таким образом. Стянуть и спрятать в полость, вот в эту вот полость вот этих вот кромочных петель, поскольку их две, все-таки между ними есть некоторый зазор. И вот прям иглой можно внутрь их спрятать. В снуде у меня получилось 5 моточков. Буквально осталось совсем немножко. Я хочу показать, как прятать в полость кромочных, двойных кромочных, остатки нитей от связывания, да? Вот у нас 2 кромочных, одна, вторая. Нужно войти между вот ними, видите, между этими рядами. Входим вот таким образом, прям вот между ними, в эту полость. Подхватываю в одну сторону одну нить и протягиваю вот в эту полость. И теперь то же самое сделаю с другой стороны. Как сделать кисточку? Вот такую кисточку. Значит, смотрите, что вам понадобится. То, на что вы будете обкручивать нить. Это может быть книга. У меня, видите, маленькая кисточка, поэтому и я подбирала специально что-то небольшое. Это может быть книга каких-то небольших размеров. Значит, линейка на всякий случай, крючок. У меня еще иголка, ножницы. Ну и, соответственно, нити, с которой вы будете делать. Значит, вот посмотрите, у меня в моем случае очень удобный вариант. Видите, это коробочка. Я вот сейчас должна отрезать нити примерно 40 сантиметров. Отрезаю. Значит, что мы делаем с этой нитью? Кстати, вот сейчас это делать совершенно не обязательно, но в моем случае очень удобно. Эту нить можно будет продеть потом, вот под то, что вы намотаете сейчас, можно будет продеть потом. Ну, в моем случае удобно, поэтому я накидываю сразу. У меня вот здесь хорошо держится, и я могу спрятать внутрь остаток нити, чтобы он мне не мешал. Вот таким вот образом. И сейчас начинаем обматывать. Вот заметьте, у меня очень большое ребро получается. Соответственно, кисточка должна начинаться где-то вот отсюда и вот так. И то есть и обратная сторона ее тоже должна быть такая же. То есть вы запоминаете, где вы начали, там же вы должны и закончить. И когда будете завязывать, тоже внимательно. Вот посмотрите, я здесь начинаю. И мне нужно обмотать вот этот уже готовая кисточка, на ней, для нее я обматывала 40 раз. 1, 2, 3, 39, 40. Вот смотрите, 40, видите, вот здесь она у вас должна закончиться. Отрезаем.
вот эта нить у нас, которую мы подсоединяли. Кстати, когда будете наматывать, не затягивайте нить, она должна свободно укладываться. В этом нет никакого смысла. Они у вас потом просто будут неровные все. Ну, они в любом случае будем равнять, конечно же. Но лучше не затягивать, чтобы она свободно укладывалась. Значит, теперь вот она нить, которую я в начале сразу же вот сюда вот уложила. Вот смотрите, если у меня здесь начинается, да, видите, кончик от начала, значит, вот здесь у меня должна быть середина. Соответственно, они должны быть с двух сторон одинаковых. И вот посмотрите теперь, что мы будем делать. Вот сейчас прям вот на этом ребре мы находимся, да? И я должна еще раз вытянуть нить. Вот внимательно нужно зайти обязательно под все ниточки. Подхватываем вот эту нить и вытягиваем ее на другую сторону. Вытянула. Вот на этом вот ребре я беру это все и затягиваю вот таким образом. Хорошенько затянула, придерживаю и снимаю с коробочки. Сняла. Вот это мы все не отпускаем. Вот теперь надо посмотреть ровненько. Видите? Входим, держим внимательно, чтобы все ровно разрезать. Так, это мы сделали. Теперь мы должны расправить вот таким образом. И именно изнутри вот перенести эти нити, еще сюда обмотать раз на внутреннюю сторону кисточки. Это уже нам не нужно. И теперь хорошенечко это все завязываем. Затягиваем на 2 раза. Затянули. Так, не перепутать их. Они нам еще нужны. Придерживаем их. Переходим на внешнюю сторону. И хорошенечко расправляем сейчас. Вот таким образом, чтобы они у нас вместе в этом были ровные. Значит, смотрим, чтобы у нас было примерно хотя бы одинаково. Мы сейчас делаем вот так вот, оборачиваем и смотрим. Да? Так, чуть пониже. Так, вот здесь вот я ее сейчас вытяну. Нить. Затягиваем. Оборачиваю в другую вот сторону теперь. Вот таким образом. Снова делаю вот такую петлю. И снова вытягиваю нить. И затягиваю. Так, затянула. Немножко повыше. Вот так, да, чтобы она распушилась у нас здесь. Вот здесь у нас вышло. Я проведу еще в другую сторону. Вот так. И изнутри вот так я вхожу внутрь, прям в узел туда. Зашла в затянутое. И я должна вытянуть эти ниточки во внутреннюю сторону кисточки.
У меня очень плохой крючок, и он сейчас однозначно что-нибудь у меня зацепит, как обычно. Что-нибудь ненужное совершенно. Так, мы их вывели на внутреннюю сторону. Так, где вторая? Подтянула. И вот здесь вот мы хорошенечко их подправляем. Так, теперь мы смотрим, как они у нас по длине, конечно же, после ВТО. После стирки они выправятся. Но сейчас нам нужно убрать лишнее. Подровнять. Подровняли. Кончик нити остался у меня от закрытия. Я буду его использовать. Я не делаю шнурок, потому что у меня достаточно острый конец. И, в общем-то, очень длинный бактус. Поэтому мне это уже будет лишним. Значит, продеваю нить в иглу. Подхватываем вот таким образом. Вот под ту нить, которую мы завязывали. Подхватила. Выхожу. Видите, вот нить откуда исходит. Я перехожу на противоположную сторону. Сейчас мы вот ищем, где у нас первая петля перед закрытием. Вот кромочная петля. Вот под нее я зашла, подхватила. Еще раз вот с этой стороны. Снова в кромочную тоже. В последнюю захожу под нее. Подтягиваю все это. Он совсем стал тоненьким в конце. Делаю вот здесь вот где-нибудь узелочек для пущей верности. Вот так вот я его сделаю вот здесь вот. Так, и вывожу сейчас, видите, вот это тоже все, эту нить вывожу внутрь этой кисточки. Лишнее тоже отрезаю. Все, бактус наш готов.